Почему в Узбекистане компаниям так тяжело привлекать инвестиции? У компании нет стратегии развития, нет юридической структуры, эффективной. Наш финансовый рынок или финансовая система тоже недостаточно развита. Почему бизнес не готов? Потому что у многих в голове привлечь инвестиции равно срубить деньги. Чем меньше информации или чем там непрозрачнее информация о бизнесе, тем стоимость его тоже, соответственно, может быть ниже. Чем мотивируется местный предприниматель? Тем, что если он будет платить все налоги, соответственно, доходность его бизнеса, она сильно упадет. Та выручка, которая идет у тебя кэшем, она не будет учитываться. Это дополнительные налоговые риски. Какие еще у нас есть стоп-факторы на рынке инвестиций, на рынке капитала, что не получается компаниям привлекать инвестиции? Сейчас Узбекистан, как минимум, это самая такая распиаренная и потенциально интересная и привлекательная экономическая страна в Центральной Азии. Куда здесь можно вообще инвестировать? Первое, это, наверное, чтобы начать, это сумма инвестиций. То есть, если у тебя там до 10 тысяч, или от 10 до 100, или от 100 до выше, это совсем разные инструменты, куда ты можешь вложить. В развитой стране ты идешь в банк, и у них есть подразделения, которые управляют капиталом. Я иду в банк, что они мне предлагают? Депозиты и кредиты. Наши банки, откровенно говоря, бедные пока еще. Денег мало у них. В Узбекистане сейчас экономика достаточно стабильная, она растущая. И сейчас, я бы сказал, правильное время лучше покупать. Купил, допустим, акции Uzbekistan Airways, и тут слышишь, что вторая пандемия начинается. Большие деньги зарабатываются на эмоциях масс. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на очередной подкаст. Сегодня у меня в гостях мой товарищ, друг, партнер Даниор Исламов. Сегодня, сразу скажу, будут очень интересные две большие темы. В основном, наверное, они будут интересны предпринимателям и инвесторам, потому что мы будем раскрывать такие темы, как привлекать инвестиции в бизнес и куда инвестировать деньги. Даниор, спасибо, что ты пришел. Сегодня здесь у нас в гостях. Даниор имеет большой опыт в сделках по слиянию и поглощению. Количество времени провел в большой четверке, а конкретно в PricewaterhouseCoopers. Работал в компании RB Asia директором и имеет сертификат SCA. И на сегодняшний день является управляющим партнером нашего совместного фонда по инвестициям в недвижимость. Могу от себя сказать, что я тоже, как предприниматель, со всеми подряд дела не делаю. Поэтому к Даниору огромное доверие. Спасибо еще раз, что пришел. Давай, в общем, сразу к делу. Да? Как ты считаешь, ты как человек, который достаточно хорошо, я бы даже сказал, очень хорошо разбираешься в инвестициях, почему в Узбекистане компаниям так тяжело привлекать инвестиции? Здесь две большие есть причины. И немножко которые структурированы достаточно интересно. То есть первая большая причина заключается в том, что компании сами не готовы привлекать. Да? И вторая причина – это наш финансовый рынок или финансовая система тоже недостаточно развитая. Да? Если немножко остановиться на первой теме, то здесь, например, у компании нет стратегии развития. То есть если у тебя нет стратегии развития, ты не знаешь, куда ты двигаешься и как это реализовывать, да? Потом, например, нету юридической структуры, эффективной. Если он достаточно успешный, скажем, предприниматель, часто у него есть 5-6 бизнесов, может быть, связанных, может, не связанных, но юридическая структура такова, что, предприниматель не полностью владеет этими активами, либо его знакомые владеют, то есть, несмотря на то, что он является конечным бенефициаром. Но это проблема наших предпринимателей и также юридическая проблема, потому что у нас нету холдинговых структур в Узбекистане. Также есть налоговые риски. Например, в зависимости от сектора есть более такие белые сектора, а есть немножко серые. Есть прям мрачно-черные. Да, соответственно, если ты хочешь привлечь инвестора либо инвестиции, соответственно, ты должен сразу рассчитывать, что та выручка, которая идет у тебя кэшем, она не будет учитываться, потому что невозможно ее проверить, и, соответственно, это дополнительные налоговые риски. Но что еще? Из важного, также
у учредителей, сами знаешь, часто бывает, что завышенная оценка. Вот, например, у него есть компания с оборотом там $1 миллион, да? Ну, скажем, прибыль 200 тысяч. И он говорит, давайте помогите мне привлечь там 5 миллионов, и я готов делиться 50 на 50. То есть здесь, скорее всего, никто не согласится на такие условия, потому что инвестор тоже как бы не дурак, соответственно, ему нужно объяснить учредителю, этому человеку, что на самом деле бизнес оценивается немного по-другому, нужно построить финансовую модель, продисконтировать денежные потоки, которые компания сгенерирует, да, за 5-7 лет, и посмотреть, какая реальная оценка бизнеса. Вот тогда уже можно дальше двигаться. Ну хорошо, давай вот мы сейчас немножко сразу, короче, в это что-то тяжелое ушли. Да, я думаю, большая часть, с учетом, наверное, общей какой-то бизнесовой грамотности в Узбекистане, большая часть людей, наверное, сейчас там, ну, как минимум, не знаю, там 30%, наверное, не совсем до конца поймет, что к чему. То есть начнем по порядку. Вот сам бизнес не готов. Наверное, почему бизнес не готов? Потому что у многих в голове привлечь инвестиции равно срубить деньги. Есть такое, как ты считаешь? То есть нету цели какой-то конкретной, для чего вообще, зачем инвестиции привлекать? Не, цель в основном есть. То есть очень часто, то есть в Узбекистане не хватает все равно финансовых ресурсов и разных видов, да, ресурсов. То есть у тебя есть только, условно говоря, банковский кредит, но если у тебя нет залога, ты уже не можешь ничего привлечь. Соответственно, люди начинают искать альтернативу, и как бы хорошая альтернатива – это привлечение инвестора, потому что он может зайти не только с капиталом, но и с компетенциями, опытом, технологиями и так далее. Но не все это понимают. То есть в основном наши предприниматели, они говорят, пусть даст мне деньги, скажем, и я ему верну там в течение там 3-5 лет с определенным доходом. Вот, и не вмешиваются в мои дела. То есть, но если это местный инвестор, он, конечно, может согласиться, да, то есть как быть пассивным инвестором и так далее. Но по факту немножко это не работает, если хотят привлекать именно иностранных инвесторов. А как вот получается на развитых рынках вообще принято? Соответственно, если я привлекаю инвестиции, на что я должен уже заранее, то есть я должен знать, на что я должен пойти в части взаимодействия со стороны инвестора? Да, но здесь нужно разделить, наверное. Есть стратегические инвесторы и есть финансовые инвесторы, да? Финансовые инвесторы – это те инвесторы, которые инвестируют с целью заработать деньги и чтобы капитализация или стоимость, рыночная стоимость твоей компании выросла в течение там 5-7 лет, и они потом уже перепродают свою долю, да, или выходят на IPO там и так далее. И есть стратегические инвесторы. Стратегические инвесторы – это такие же компании, как ты, то есть это могут быть твои местные конкуренты, иностранные конкуренты, либо могут быть твои поставщики, либо там покупатели, да. То есть они хорошо знают рынок, и, соответственно, у первых, если стратегия – это просто правильно проинвестировать, помочь компании развиться и, соответственно, дальше уже выйти из этой компании. А у стратегов совсем другая, то есть, цель. То есть они заходят надолго. То есть они больше с точки зрения власти и влияния на рынок. И как-то расширение там... Да. То есть их в первую очередь... Ну, там разные могут быть мотивы, но они смотрят на рынок, например, Узбекистана, да, и смотрят, окей, посмотрим, какие здесь игроки есть. Может быть, вместо того, чтобы создавать свою компанию, можно кого-нибудь купить. И, соответственно, что они делают? Они, если находят правильную компанию, они сразу выкупают 51% плюс, желательно 100%. Но это как бы не хорошо, не плохо, может быть, даже хорошо для некоторых, потому что ты можешь таким образом за хорошую стоимость продать свой бизнес. Но это как кэш-аут. Хороший вариант тоже. Да, окей. Да, кстати, дорогие друзья, вот, кому интересно, мы готовы вам выслать, Даньор готов выслать вам, значит, короткую инструкцию, назовем ее так, гайд по тому, как привлекать инвестиции в свой бизнес. Это будет такое пособие, наверное, небольшое, по которому вы можете быстро пройтись, оценить свои возможности, свой потенциал, вот, и принять какое-то для себя решение, значит, привлекать все-таки инвестиции, заниматься, тратить на это время и деньги или нет. Вот. Что для этого нужно сделать? Нужно открыть комментарий, написать слово «Проспера»,
Вот, и этого будет достаточно. Мы с вами свяжемся и вышлем вам обязательно PDF-ку. Спасибо. Ну, давай тогда, получается, поможем людям определиться вот именно конкретно с целями. То есть, я так понимаю, есть всего лишь у привлечения инвестиций есть всего лишь там 2 цели. Первое – это масштабироваться. Да? Второе – это продать долю, заработать деньги и выйти из бизнеса. Правильно? Глобально, грубо говоря. Ну, в принципе, да. То есть ты либо растешь, либо уже ты вырастил и потом продаешь за хорошую оценку. Да. Ну, есть и как бы более агрессивный вариант, когда ты предбанкротное состояние там, и так далее, ты должен выйти. Да, туда ты с дисконтом продаешь. Да. Да, вот, кстати, ты еще затронул тему, что когда ты готовишь свой бизнес к привлечению инвестиций, тебе нужно сделать там финансовую модель, да, построить какой-то бизнес-план на несколько лет вперед, там, заложить это дисконтирование. Вот этот процесс тоже можешь более, как сказать, и подробно, и просто рассказать, как это вообще делается? Ну да, скорее всего, компании сами, они не смогут это сделать, потому что у них недостаточно компетенции. Нужно нанять желательно консультанта опытного, который может это сделать. Но в целом, как бы, процесс можно разделить от привлечения, да, на 3 части. Это первая подготовка, дальше выход на инвесторов и уже переговоры с инвесторами. То есть первая подготовка, нужно понять, кто твои инвесторы и как ты на них будешь выходить. То есть мы определяемся, скажем, что мы хотим, скажем, привлечь инвестфонд, нам нужно там 10 миллионов, вот, и, соответственно, исходя из этого, мы уже дальше думаем, какие материалы нужны для этого инвестфонда. Первое, это нужно как бы pitch-deck или там инвестиционный меморандум, который расскажет, это некая презентация о твоей компании, о твоем рынке, где ты работаешь. И, соответственно, это достаточно детально. Она может описывать твою бизнес-модель, твои финансовые показатели, которые ты планируешь достичь за там, 5 лет, скажем. Ну и за счет привлечения вот этих денег. Да, за счет привлечения. И, соответственно, это подкрепляется твоей финмоделью. То есть, соответственно, финмодели ты уже... Это чисто финансовая вещь, то есть ты берешь, скажем, твои исторические показатели за там, 3 года, какие они были, и дальше уже накручиваешь, скажем, рост за счет привлечения, куда эти деньги уйдут, как у тебя изменятся там обороты, как изменится прибыль, ну и так далее. То есть, и эта финансовая модель как раз-таки показывает и может защитить стоимость бизнеса, на который ты хочешь выйти. Да, ну то есть, соответственно, чем меньше информации или чем там непрозрачнее информация о бизнесе, тем стоимость его тоже, соответственно, может быть ниже. Да, но здесь, если это инвестиционный фонд, лучше быть более транспарентным. Если это стратегический инвестор, конечно, нужно работать с осторожностью, потому что если у тебя есть какие-то коммерческие секреты, которые позволяют тебе иметь конкурентное преимущество, то, конечно, обо всем не стоит рассказывать. То есть нужно здесь сохранять баланс. Да. Да, правильно, кстати, очень хорошо подмечено, потому что если стратегический инвестор, он же может, по сути, если у тебя есть какой-то ноу-хау, пришел такой, due deal сделал, короче, все изучил, все, ладно, желаю удачи. Да, ну такое тоже часто бывает. Вот, например, ты если работаешь на одном рынке, и ты знаешь, что будет делать твой конкурент, ты, исходя из этого, можешь как бы изменить свою стратегию в свою пользу. Да. Но если есть стратегия и ноу-хау там у того, кого ты собираешься выкупать. Хорошо, понятно. То есть вот еще немного хотелось бы осветить дополнительно вот этот момент, что компании сами не готовы. С точки зрения, наверное, как ты сам подметил, непрозрачности, да, их экономики. Я правильно понимаю, что для инвестора очень важно, прежде чем принять какое-то решение, чтобы экономика бизнеса, она была там максимально транспарентная, вот, и видел ли ты своими глазами, когда, ну, может быть, я не знаю, были кейсы, когда бизнес не совсем транспарентный, но инвестор все равно принимает решение туда заходить? Ну, в принципе, да, то есть здесь это может быть связано с тем, что люди все равно понимают условия работы на рынке Узбекистана. Да. И, допустим, в основном, чем мотивирует местный предприниматель?
тем, что если он будет платить все налоги, соответственно, доходность его бизнеса, она сильно упадет. Да. Это первое. И второе, он потеряет в конкуренции. Почему? Потому что если все на рынке работают таким образом, а он как бы все работает, платит все налоги и так далее, работает в чистую, то, соответственно, цены у него сильно вырастут, и он не сможет уже продавать свои услуги. Да, соответственно, в таких случаях, конечно, в особенности стратегические инвесторы, для которых важно выйти на новый рынок, и они понимают какие-то проблемы, что есть такие особенности, они как бы более-менее могут быть адекватно воспринимать, но это и то, те, которые работают в развивающихся рынках. Да. Допустим. Потому что в развивающихся рынках всегда ситуация плюс-минус похожа. Да, то есть... Сероватая. То есть преимущество развивающихся рынков в том, что у тебя может быть большой апсайд, то есть, значит, это имеется в виду, что возможность значительного роста, но в ущерб вот в таким вещам. Прозрачности. Да, прозрачности и риском. Да, и риском. А, соответственно, но такие компании, как, допустим, Procter & Gamble или там любые международные мультинациональные компании, они не будут покупать такой бизнес, потому что для них репутация там, и рисков намного больше, чем для какой-то средней компании, которая только выходит на международные рынки, либо она уже работает в многих странах, но более-менее как бы агрессивно. Да. Ну, это вот то, что мы, кстати, как-то с тобой и с Пулатом обсуждали, что не только там с точки зрения инвестиций, значит, в бизнес и покупки какого-то бизнеса, а с точки зрения даже выхода на рынок. Да. Вот мы тогда обсуждали компании, там 3 было, Louis Vuitton, Макдональдс и Starbucks, да? что многие смотрят на них и только заходят на рынок после того, как они заходят. Почему? Потому что у них очень высокие стандарты там по транспарентности там, экономики и всякое прочее. Да, для конечно. них очень важна репутация. Да, то есть для них важна не только как они себя ведут, то есть, но и каждый поставщик. Поэтому здесь вся экосистема, она должна быть более-менее как бы транспарентной. Что-то еще вот с точки зрения подготовки бизнеса? К чему-то еще нужно быть, не знаю, там, что-то учесть, к чему-то подготовиться? Ну, там очень много детальных моментов. Если мы будем уходить, то уйдем слишком глубоко. Но в целом надо отметить, что этот процесс непростой. То есть многие думают, что раз там за месяц как бы привлек инвестиции и так далее. Но если вам такое говорят, это не верьте в эти сказки. Это занимает там, может, 6-9 месяцев. Почему так долго? Потому что вот если разбить, опять же, по этим же фазам, то первая часть ты можешь подготовиться, документы ты можешь, по крайней мере, подготовить за месяц. Да. Дальше ты как бы идешь по своему списку инвесторам, с ними общаешься, кто-то говорит интересно, кто-то неинтересно, там подписываешь NDA, начинаешь предоставлять информацию, и уже дальше они в какой-то момент, если это иностранцы, они могут приехать, посмотреть, что здесь происходит, поговорить с учредителями и так далее. И уже дальше подписать какое-то предварительное соглашение с основными условиями сделки. Вот, это может занять, вот этот процесс, может быть, 3 месяца, там, 3-5 месяцев, в зависимости от сложности и так далее. И дальше уже после того, как мы уже вот term sheet, подписали, дальше они нанимают консультантов частично, то есть налоговые, финансовые риски, они как бы часто там как раз-таки большую четверку нанимают. Техническую часть, соответственно, они отправляют специалистов, которые, если это там именно производство какое-то, которые изучают завод, там процессы там и так далее. То есть, это тоже может занять пару месяцев. В зависимости, наверное, от масштабов компании. Но в принципе масштабы не так важны на самом деле. Там неважно, у тебя 10-миллионная или 100-миллионная, более-менее там процессы одни и те же. Просто если там у тебя крупная компания, ты нанимаешь сразу больше консультантов, там команда большая. Соответственно, там сроки сильно не сдвигаются. В основном сроки сдвигаются в связи с переговорным процессом. Вот сначала там юристы, там покупатели либо продавцов готовят документы, там дальше отправляют там другой стороне, и начинается процесс переговоров. То есть вот этот футбол или пинг-понг, он может месяцами тянуться, потому что каждый хочет продавить свои как бы условия. свою позицию. Свою позицию,
Понятно. Ну, То есть это в целом может до года дойти как бы легко. Да. Ну, я слышал про пару компаний, которые там по 2-3 года занимаются этим вопросом, и все как-то безуспешно. Да. Ну, хорошо. А вот еще вы, по-моему, вначале упомянули, что у нас есть такой момент, что вот нарушена цепочка. То есть с точки зрения того, что помимо того, что экономика там сероватая, да, но, слава богу, кстати, вот в этом месяце были очередные очень хорошие новости, что индивидуальным предпринимателям там понижают очень сильно ставку налоговую. Это очень сильно позволит там отбелить, мне кажется, бизнес. Вот. Ну и в целом, я так смотрю, последние, я бы сказал, года 1,5-2 хорошее идет у нас движение со стороны власти в сторону того, чтобы отбелить экономику, помочь бизнесменам начать работать полностью прозрачно, да, и, соответственно, это тоже, с одной стороны, достаточно, наверное, сильно повлияет на то, чтобы рынок инвестиций начал тоже расти, чтобы начали привлекаться инвестиции. А вот нарушена цепочка, да, что конкретно там, на твой взгляд, нарушено? Помимо того, что вот у нас налоговая система не совсем эффективная, но которая сейчас старается, как бы, да, вот какие еще есть там преграды? Ну, наверное, я расскажу best practice сначала, да, который есть международный, и потом мы как бы обозначим, чего не хватает в Узбекистане для того, чтобы выйти на best practice. То есть, вот, например, у тебя есть какая-то идея, соответственно, ты хочешь начать какой-то новый бизнес, или вообще ты там студент, или только там где-то работаешь, но у тебя есть идея. И ты хочешь начать бизнес. У тебя старшего капитала, допустим, есть, но очень маленький, да, что делать? Но идея классная, ты горишь ею и так далее. Сначала ты идешь, значит, family, friends and fools, да? 3F, да? Да, 3F. Это те люди, которые могут тебя поддержать в первую очередь, потому что, как бы, конечно, они тебя любят там и так далее. И, соответственно, они говорят: окей, давай, я верю в тебя, давай начни этот бизнес. Ну, кто-то, конечно, так не скажет, но тем не менее, будем оптимисты. Вот, соответственно, ты идешь, окей, регистрируешь компанию, начинаешь, например, создавать продукт, либо начинаешь придумывать, как начать продавать свои услуги и так далее. Соответственно, ты что-то создал уже работающее, то есть ты понимаешь, что у тебя есть какой-то прототип, если это продукт, или бизнес-модель, которая работает, и ты уже протестил эту бизнес-модель. Но тебе уже надо расширяться, тебе нужно нанимать дополнительных специалистов и так далее. Дальше ты идешь к бизнес-ангелам, ну, это частные инвесторы, так скажем, если узбекским языком, частные инвесторы, которые могут тебе дать дополнительные деньги. Которых, случайно, не Ахмадбой зовут? Ну, по-разному. Кодовое имя Ахмадбой, да. Да. В общем, ты к ним идешь и говоришь: вот у меня есть классный продукт, я уже проинвестировал, проверил, что он работает, но мне нужно столько-то денег. Вот. Дальше, окей, ты находишь, скажем, каких-то инвесторов адекватных, ты с ними... Кстати, весь этот процесс должен сопровождаться юридическими документами. То есть от начала до конца, то есть на каждом этапе ты должен менять устав, учредителей и так далее, чтобы было транспарентно и так далее. То есть чтобы никто никого не кинул, не какие-нибудь расписки. Там, никаких этих устных договоренностей. Да, устные. Это убивает все отношения устной договоренности. Соответственно, это бизнес-ангелы. Дальше идут уже ты расширился, у тебя есть продукт, ты продал этот продукт, но тебе нужны деньги для небольшого масштабирования или доработать этот продукт и так далее. Ты идешь к венчур-капиталистам, и там уже есть серии А, Б, С и так далее. То есть ты можешь потихоньку привлекать и увеличивать капитализацию своей компании, если даже она не генерирует прибыли. Вот. Дальше венчур-капиталисты, они тоже такие, рискованные ребята, они понимают, что из 10 их проектов выстрелит один, но один выстрелит таким образом, что перекроет все убытки с тех других проектов и принесут там кратные иксы, в общем. Соответственно... то есть их цель конкретно, это не стратегическое инвестирование, это зайти-выйти. Да, зайти-выйти. Заработать на этом. Да, зайти-выйти. Это финансовые. Да, все это финансовые инвесторы, то, что мы говорим. Дальше, соответственно, когда ты уже дорос до оборота больше 10 миллионов, ты можешь идти, или 20-30 миллионов, ты можешь идти в private equity. Private equity – это инвестиционные фонды, которые
инвестируют в частные, да, компании. Соответственно, у тебя частная компания, у тебя хорошие обороты, и, соответственно, ты им показываешь, вот у меня такая-то компания, мне нужно дальнейший как бы рост финансировать, вот у меня такая-то стратегия. Стратегия уже здесь, она может быть, две стратегии у инвестора будет. То есть первая стратегия – это продать этот бизнес стратегу, то есть у тебя есть такая опция, что ты дальше как бы взрастишь этот бизнес таким образом, чтобы она была интересна определенным компаниям. Вот это уже в этом рынке уже работает. Да, ты уже понимаешь, что вот эта компания, скорее всего, заинтересуется, и оценка будет хорошая. Да. Это один вариант. Либо второй вариант, ну, это связано с позицией инициатора проекта еще, потому что инициатор проекта, он может сказать, что я буду увеличивать капитализацию, я не буду уходить из бизнеса, я сделаю IPO и дальше буду развивать компанию. То есть, и тогда второй путь – это IPO. Вот, то есть ты идешь на фондовый рынок, говоришь, вот, готовишь проспект и, соответственно, привлекаешь деньги, и все, кто инвестировал в тебя до этого, до IPO, они становятся мультимиллионерами. Да. Потому что капитализация... Если IPO было успешно. Да. То есть вот в этот момент как раз-таки вот venture capital и private equity, они все выходят полностью, либо частично, либо оставляют какую-то долю, если они верят, что капитализация этой компании будет еще выше. Да. Вот. И теперь, если вернуться в Узбекистан, скажем, three fools у нас точно есть. Да. Первое звено есть. Да, дальше бизнес-ангелы кое-какие есть. То есть, если у тебя есть доступ, либо знакомые и так далее, но при большом желании можно найти там это... Даже если нет знакомых, можно найти. Да, это не такие большие деньги, это там от 100 тысяч до миллиона, наверное, в этом диапазоне. Дальше, в общем... Venture Capital. Его не было там 2-3 года назад, практически не было. Сейчас он появляется. То есть это при банках есть частные как бы небольшие фонды, они начали инвестировать, что очень хорошо, потому что все равно риски очень высокие в Узбекистане, и если не инвестировать в стартапы, в технологии и так далее. Мы и так очень сильно отстали. Да. Вот. Нужно нагонять, внедрять новые технологии и так далее, какое-то создавать конкурентное преимущество. Соответственно, в любом случае, сколько из них выстрелит, я не знаю, но это для экономики, для роста молодежи, для внедрения технологий, это очень важный как бы, шаг. Вот. И, соответственно, мы как раз приходим дальше в инвестиционные фонды. Инвестиционные фонды тоже на самом деле есть. Вот, они, единственное, практически нету частных инвестиционных фондов. То есть какие есть? Есть фонды при МФИ, то есть международные финансовые институты. Да. Они как выдают кредиты, да, так и заходят в капитал. Вот, соответственно, но у них как бы очень жесткие требования. У тебя там как раз-таки то, что мы подчеркнули до этого, также у тебя должна быть отчетность по МСФО, то есть ты должен потратить время и ресурсы, чтобы подготовиться. Но это как бы того стоит. Если даже ты привлечешь заемный капитал, это будет намного дешевле, чем там у местных банков. Да? И дальше есть также суверенные фонды. Суверенные – это государственные фонды между там, Узбекистаном, Оманом, либо Абу-Даби фонд. Там, с Азербайджаном. Да, с Азербайджаном. То есть есть их там около 5, по-моему, фондов суверенных. Вот. Но как раз здесь есть большая проблема. Как мы до этого говорили, нужен экзит. То есть им нужно реализовать свою долю после входа. Соответственно, если даже они найдут хорошие компании, которые растут, там лидеры рынка, либо топ-3 в рынке, там, которые там агрессивно захватывают там, новые там, территории, выходят на международный, там, в Казахстан там, и так далее. Вот. Здесь и они подготовлены, у них есть отчетность и так далее. Здесь возникает вопрос, как вот эту долю, как инвестиционный фонд, как он дальше будет реализовывать, то есть через 5 лет, как он продаст. То есть уже в самом начале, когда ты ведешь переговоры с этими инвесторами, они думают о том, чтобы как им выйти. Да. Потому что здесь у нас нет очевидной стратегии. То есть IPO рынок пока он, практически его нету. Вот государство только приватизирует доли, но в масштабе страны это как бы очень маленький. И нету
инвесторов, как бы денег, в общем, на фондовом рынке пока очень мало. Да. Банки неактивны, нету там, допустим, пенсионных денег, то есть слишком маленькие суммы крутятся, и, соответственно, и вот решение, что вот крупные IPO, там НГМК, АГМК и так далее, это будет dual listing, да, то есть это в Ташкенте и там в Лондоне, да. Как наши банки вот. Да. Но там были до этого в основном облигации, сейчас долговые. акции, да, долговые инструменты. Соответственно, о чем это говорит? Даже государство как бы говорит, что на местном фондовом рынке нету денег. Соответственно, нужно развивать его очень сильно. То есть без этого у инвестфондов нет возможности эффективно инвестировать и взращивать. То есть у них есть бюджеты на Узбекистан, но они как бы не находят компании и не знают, как выйти. Да. Вот там единственная опция, если ты как бы уже в договоре прописываешь, что есть опционы, да, то есть твой партнер, вот учредитель или инициатор проекта имеет опцион выкупить, либо вот инвестор имеет опцион, чтобы его долю выкупили, да. Вот ты об этом сразу договариваешься, на каком IRR и так далее. Вот это единственная более-менее опция, которая может работать, и то это этого нет в узбекском законодательстве, соответственно, его правоприменение это тоже усложняется. Ну вот... Чуть-чуть углубился. Нет, ну я думаю, в принципе, нормально. Я думаю, что внимательные слушатели и зрители на самом деле должны уже какие-то параллели были провести. То есть у нас был вот подкаст на тему рынка капитала. Вот там у меня Анвар Чаев, Карен Сарапионов приходили. Потом был подкаст на тему значит, про НАПП. Да. Вот Вячеслав Юрьевич тоже был в гостях. Да. Потом вот на банковскую тему тоже 2 раза мы писали. И здесь плюс-минус на самом деле вот одна и та же информация, она крутится. То есть рынок капитала, а рынок вот привлечения инвестиций, это как раз-таки тоже рынок капитала, да. Он у нас очень сильно не развит, это автоматом как бы порождает очень много проблем для экономики, для людей, там, не знаю, и возможности для них зарабатывать деньги, как для предпринимателей, так и для обычных людей. Вот. Соответственно, что мы имеем? Мы имеем отсутствие ликвидности практически везде. Да? Вот. Мы на самом деле очень часто говорим об этом, что вот нет ликвидности. Я, наверное, у тебя у первого просто попрошу, можешь вот для наших любимых зрителей рассказать, что такое ликвидность вообще? Для чего она нужна? Вот. И почему это такая большая проблема? Потому что мы очень часто об этом говорим, но как-то не расшифровывали. Да, ликвидность это значит ликвидные финансовые инструменты. Они в основном это самое ликвидное это денежные средства. Да. То есть определение такое, что ты можешь выйти, то есть продать свой финансовый актив, не потеряв деньги и быстро. Да. То есть самый ликвидный инструмент, естественно, кэш. Да. Вот, соответственно... Он всегда востребован. Нет, но на самом деле, вот когда вот были ковидные времена, была глобальная ситуация, когда у тебя ликвидности было слишком много на американском рынке, например, потому что государство начало сыпать раздали всем ликвидность, и в итоге получилась такая история, что инфляция слишком выросла. Да. А у нас ситуация как бы обратная. То есть у нас стоимость финансовых ресурсов очень дорогая. То есть ты, скажем, идешь в банк, тебе говорят там 25% кредит, да? Да. Соответственно, и, конечно, предприниматель, если берет за 25%, то он должен еще окупить и получить прибыль. Да, он начинает придумывать всякие там... Да. Как это сделать. Да, соответственно, у тебя должна быть бешеная маржинальность твоего бизнеса для того, чтобы эти деньги вложить правильно и вернуть в банк. Да? То есть, и, соответственно, ликвидности мало из-за того, что, во-первых, стоимость дорогая, и, во-вторых, ее не так много, всем как бы не хватает. Особенно раньше такая ситуация была, когда государство, до того, как государство начало привлекать там, выпуском облигаций там, и так далее. Вот, поэтому сейчас ликвидность, она есть, просто она очень дорогая. Мне кажется, больше в этой степени. Ликвидность денег.
Да, ликвидность. Но здесь получается, что ликвидность есть у банков, просто они за свою ликвидность требуют очень высокую цену. Да. Вот в этом проблема. То есть, и, соответственно, вся вот эта цепочка, дальше вот банк выдал деньги там, скажем, какому-то производителю, потом производитель начал продавать и так далее. И все как бы не хватает этих ресурсов для того, чтобы обеспечить рост. Ликвидность нужна для того, чтобы рост был. У тебя, допустим, скажем, ты можешь производить, у тебя оборудование, которое позволяет там 10 тонн там, в день, да, производить. Но ты производишь там 1 тонну, потому что у тебя оборотка хватает только на 1 тонну, а спрос у тебя на 2 тонны или на 5 тонн. Но из-за того, что у тебя нет ресурсов, чтобы иметь такой сток, соответственно, ты производишь только насколько есть. Вот. Окей. Ну вот если прям совсем по-простому, то, наверное, ликвидность – это спрос-предложение. Да, то есть наличие спроса и предложения. Соответственно, если ликвидность высокая, это означает, что большое количество продавцов и покупателей они есть. Да. И любой товар, неважно, это доля компании, это там недвижимость, это там деньги, золото, там. Ты вот так выбрасываешь, его раз кто-то сразу купил. Ну, по какой-то справедливой рыночной цене. А отсутствие ликвидности это, или там низкая ликвидность, это когда ты выбросил свое предложение даже там по стоимости, допустим, 10% ниже рынка, а покупателей нету. Потому что их просто там нету. Да, вот, то есть с точки зрения нарушения цепочки, вот инвестор, когда заходит, особенно вот ты упомянул, что есть определенные, как бы на 2 категории, если инвесторов делить, то есть стратегические, есть финансовые. У финансовых сразу цель это там через несколько лет, через 5 лет, допустим, выйти. Соответственно, если он понимает, что мне некому будет продать долю, это вот тоже нарушение вот той самой цепочки в нашем инвестиционном рынке. Именно, так и есть. Да. Хорошо, какие-то еще преграды? Какие еще у нас есть стоп-факторы на рынке инвестиций, на рынке капитала, что вот не получается компаниям привлекать инвестиции? Я думаю, это достаточно. Достаточно? Да, достаточно. Если вот эти все пункты сделать, у тебя уже есть какое-то конкурентное преимущество. Потому что вот ты идешь в инвестфонд или в МФИ и говоришь, вот у меня есть проект такой-то, вот, хорошая компания и так далее, но они сразу у тебя спрашивают, есть отчетность, по-моему, СФО. Ты уже, если нет, у тебя еще полгода ты потерял. Потому что, чтобы сделать отчетность, у тебя есть, уйдет там полгода, по сути, чтобы там 3 года сделать отчет там и так далее. Вот, но, в принципе, вот эти моменты, да, наверное. Правильные партнеры должны быть. То есть, если у тебя несколько учредителей, они должны проходить KYC и так далее. Вот эти процессы, они тоже для международных инвесторов, они очень важны. Все, как ты хочешь. И карта тоже. Получи первым. Моникс. Живи в удовольствии. Хорошо, и в конечном итоге тогда вот такие вот у нас условия на рынке, да, они достаточно сложные. Да, мы последние там тоже года 2, наверное, 3, периодически какие-то новости слышим, что кто-то кого-то купил, кто-то кого-то там профинансировал, но на самом деле такие новости должны появляться, не знаю, там в десятки раз, наверное, чаще. Соответственно, это опять-таки знак того, что у нас вот не хватает ликвидности, не хватает спроса-предложения, не хватает какой-то компетенции у самих предпринимателей для того, чтобы такие вещи осуществлять. Как в таких условиях-то работать компаниям? Здесь, в принципе, более-менее все компании работают в одинаковых условиях. Да? То есть ты либо осознаешь, что для дальнейшего роста тебе нужно сделать скачок, какой-то скачок, да, и, соответственно, у тебя не хватает ресурсов, чтобы это сделать скачок. И, соответственно, ты просто делаешь определенные шаги для того, чтобы подготовиться к привлечению инвестора.
Да, упаковать компанию. То есть вот у тебя есть ручка, но если ты сделаешь красивую обертку там и так далее, то, соответственно... Дороже продаж. Да, дороже продаж. Вот именно, то есть ты можешь инвестировать там. Все равно это весь процесс занимает ресурсы, то есть у тебя идет, уходит время, там ты должен своих сотрудников выделить, которые будут работать с этим, плюс там консультантов нанять и так далее, но если ты вложишь в правильную команду, и у тебя уже есть входящие факторы, да, то есть я имею в виду, что у тебя достаточно высокий оборот, то есть нужно сразу понимать, что там минимальный чек — это там минимум 5 миллионов, там, желательно 10 миллионов. Да. Если ты не дотягиваешь, я думаю, что уже ты можешь как бы долгосрочно вложить какой-то там через 3 года в стратегию это, но если ты по оборотам не дотягиваешь, вообще не стоит пробовать, потому что ты потратишь кучу времени и денег, и у тебя не будет результата. А результат как бы самое важное. Да. Поэтому я думаю, что нужно понять, какие критерии у инвесторов, подходишь ты или нет, или когда ты можешь подходить, и когда ты уже решишь, что это правильное время, я готов, у меня есть стратегия, и это мне поможет увеличить капитализацию компании, то, соответственно, ты уже предпринимаешь шаги, и твоя компания в любом случае становится более транспарентной, твоя компания становится... капитализация твоей компании вырастает. Если у тебя уже есть отчетность по МСФО, есть какие-то рейтинги и так далее, ты можешь, неважно, даже помимо инвесторов, ты можешь любому иностранному партнеру сказать, вот у меня такие-то уже есть, я там работаю с такими-то компаниями и так далее. Это уже повышает твой статус, поэтому помимо именно инвестиционной привлекательности, в целом твоя компания становится более, лучше, более транспарентной и так далее. Хорошо, вот я предприниматель, допустим, да, вот я определил, что, допустим, из 2 целей продать компанию либо расширить свой бизнес. Я выбираю там расширение бизнеса, все, хочу там идти захватывать мир. Да. Дальше у меня выбор. Соответственно, я хочу привлечь инвестиции. Дальше у меня выбор. Кредитное финансирование, либо продажа доли. Какие есть плюсы и минусы? У этих 2 да, вариантов. Здесь первый плюс, давайте насчет займа, например. Да. Заемные средства плюс то, что быстрее получить. Легче, да? Да, и легче и быстрее, то есть по времени. Вот. Потом тебе нужен залог. Вот. Ты платишь interest, то есть ставку ты должен, кредитную ставку ежемесячно. Процент процент выплачиваешь. И ты должен вернуть этот долг. Вот. И ты сохраняешь долю в компании, ты не размываешь свою долю. Теперь, если говорить про учредительский капитал, то есть когда ты привлекаешь кого-то в качестве учредителей, соучредителей, соответственно, ты не платишь проценты, тебе не нужно возвращать деньги, но если у тебя нет обратного выкупа. То есть, но тебе нужно платить дивиденды, ты размываешь свою долю, и decision making, то есть, значит, принятие решения у тебя ограничено. То есть ты не можешь все решения принимать сам, ты должен все стратегические решения согласовывать со своими партнерами. То есть, но это не означает, что плохо. То есть многие как раз вот эта часть, она как бы волнует узбекских предпринимателей, потому что они думают, что таким образом я буду менее гибким и так далее. Но все операционные решения так ты решаешь. Да. Единственное, вот, допустим, ты хочешь свою какую-нибудь дочку продать, ты должен это согласовать. Да. Или привлечь большой кредит, ты должен это согласовать. Это как раз-таки такой, чтобы был баланс, и там учредитель, не сделал эту компанию, скажем, убыточной, искусственной и так далее. Нужно же, то есть таким образом инвесторы защищают свои интересы. Вот. То есть проводится вот это собрание акционеров, где обсуждаются какие-то стратегические вопросы. Да. Но на самом деле, как посмотреть? Да. То есть, с одной стороны, кажется, как будто бы, что мы, кстати, с Анвараке Ирчаевым тоже в этот момент, он здесь вот сидел, кстати, на моем месте, рассказывал, что у нас ментальность такая, что
не хочу ни с кем делиться, все решения хочу принимать Да. сам. Но если с другой стороны посмотреть, Да. на самом деле в этом же есть и преимущество. То есть Мгм. если ты привлекаешь такого хорошего квалифицированного инвестора с хорошей командой, он Да. туда начинает сажать каких-то своих людей там в правление, и они тебе на самом деле за счет своего опыта, который, ну, как минимум в чем-то, в каком-то Мгм. направлении лучше, чем у тебя, они тебе помогают же компанию дальше еще больше взрастить. Правильно? Да. А вот какая практика со стороны инвесторов обычно? Они на какие позиции предлагают, ну, или там номинируют своих людей, когда они в долю заходят? Да, но здесь как раз-таки все зависит от договоренности. Мгм. Вот. Обычно, например, инвестфонды, они Мгм. вообще не заходят в правление. Мгм. То есть они говорят, окей, давай сделаем, мы заходим на 20 или 30%, но мы немножко сбалансируем напсовет. Мгм. Каким образом? То есть они говорят, давай я номинирую одного человека, вот, Мгм. и плюс давай сделаем 2-3 независимых. Мгм. То есть таким образом у тебя уже не один человек там за столом сидит, Да, а у да. тебя там 5 человек сидит Да. или 6 человек, и решение, ну, некоторые большинством, некоторые как бы 100% согласием должны приниматься. То есть тебе уже нужно учитывать разные мнения. Мгм. Но ниже напсовета они не спускаются. То есть Мгм. они могут в случае, там, если какая-то негативная информация придет, они могут там потребовать due deal провести, либо аудит и так далее, Мгм. чтобы проверить финансы и так далее. Мгм. Но все операционные решения уже принимаются командой инициатора. Мгм. Если же стратегический инвестор, здесь как раз-таки зависит, если там, допустим, там доля более-менее 50/50, то они могут сказать, кто-то там за финансы отвечает, кто-то там за техническую часть, кто-то там, Кто ну, и там, генерального может номинирует. быть, там, если это какая-то технологическая или там Да. промышленная, может быть, там research development, да, там Да, что-то да, да. такое. Но стратегии часто, если ты пускаешь стратегов, Мгм. то они уже решают. Да. Да, они решают, кого куда ставить, потому что у них большинство. Они Мгм. могут договориться, конечно, по позициям, но часто такое бывает, что все, ты уже передаешь как бы бразды правления, они Да. приходят со своим менеджментом. Но иногда они могут оставить как бы тебя, если ты учредитель и ты директор, скажем, Да, да, да. в этом случае, ну, создатель компании, и ты дальше будешь сопровождать эту компанию до там... бывает так, что они поэтапно покупают, тогда там, допустим, они купили 51%, дальше ты еще год как бы или 2 года руководишь компанией, у тебя есть такое обязательство. Почему? Ага. Потому что они переживают, что без этого учредителя компания рассыпется. Ну да, там люди Да, разойдутся. Там, да, да. нужен определенный переходный период для того, Да. чтобы, скажем, компания спокойно перешла к новым учредителям. Да, И да. как бы и в это время новый учредитель смотрит, изучает бизнес-процессы, смотрит, что можно улучшить, что Мгм. ухудшить. Мгм. Точнее, не что ухудшить, а Что лучше, да? что улучшить, кого нужно уволить, там, Да. ну и так далее. То есть и постепенно начинает ставить как бы своих людей. Примеры, Да. примеры на рынке Узбекистана Да, сделок со да. стратегическими инвесторами. Ну вот, в принципе, их достаточно много, просто не все компании, они транспарентны. Мгм. То есть, на самом деле, сделки, они идут. Да. Просто Да, не они афишируются, под да, так ковром. сильно? Понятно. Да. Ну, из таких, из громких, наверное, это вот тот же самый OLX Да. и MyTaxi. Ну, это, Да. наверное, из последнего. Да. То есть MyTaxi был продан там Да. Яндексу. Да. Это конкретно была сделка там со стратегическим инвестором. Да. И, соответственно, OLX был продан, ну, там, совместно TBC с Да. одним инвестиционным фондом. Да. Вот. Там, честно говоря, пока непонятно. Ну, я так понимаю, там просто банк хочет расширить свое влияние там на физических пользователей, Да. в части ритейла. Да. Да. Хорошо. Ну и вот, давай, не знаю, может быть, расскажешь твой личный опыт сейчас. Я думаю, тоже людям будет достаточно интересно. То есть есть вот наш инвестиционный фонд, да, Проспера. Как он работает? Он работает, я не знаю, как стратегически, как финансовый. Какая у него стратегия? Чем он занимается вообще? Ну, давай я начну сначала с того, что как мы привлекаем инвесторов, да? Да, да. И дальше, может, чуть еще расскажу Да. про стратегию и так далее. Сначала, в общем,
определился, кто наши инвесторы, да? Нужно определиться, кто твой инвестор, кто твой, кто твоя целевая аудитория. Да, да. То есть, соответственно, в нашем случае это состоятельные люди, но с состоянием больше 1 миллиона, скажем. В основном. Вот. Дальше, соответственно, что для них важно, да? То есть я должен понимать, что для них важно. То есть для них важно, чтобы была транспарентная структура. Вот, например, что если там на бумажке они уже достаточно финансово грамотные, чтобы уже все изучить, оценить все юридические, налоговые риски и так далее, вот, и насколько финансово им выгодно, невыгодно и так далее. Но поэтому нужна транспарентная структура, и мы, соответственно, создали транспарентную структуру. Дальше также мы поработали с шария-консультантами, вот, для того, чтобы это соответствовало исламским финансам. То есть там у нас так основные принципы соответствуют, но некоторые моменты нужно было с ними проработать и сделать шария-комплайнт. Вот. Дальше, соответственно, что мы делаем? Мы, соответственно, готовим питч-деки, то есть материал для инвесторов, чтобы до них донести, что это такое, кто мы, куда мы инвестируем, какая у нас стратегия, сколько они могут заработать вместе с нами, какие, возможно, есть риски, какие есть гарантии. Основные, самые ключевые моменты, да, то есть. И дальше уже, соответственно, у меня я уже подготовлен, я знаю, какая у меня структура и все плюсы и минусы. Конечно, каждые переговоры с инвесторами, у них своя перспектива, соответственно, могут возникать какие-то дополнительные вопросы и так далее. Дальше моя задача понять, как я могу выйти на этих инвесторов. То есть я разделил, это могут быть локальные инвесторы и есть, скажем, международные инвесторы. Вот локально, допустим, у меня есть свои контакты, есть контакты партнеров, также мы занимаемся продвижением и смотрим, насколько это можно улучшить, какие каналы лучше использовать и так далее. То есть на самом деле это, и с одной стороны, это инвестиции, да, мы привлекаем, но это больше еще и продукт. То есть мы продаем некий продукт, финансовый только. Вот. А по международным инвесторам мы, помимо того, что используем собственные ресурсы, мы еще привлекаем агентов, так называемых, которые помогают нам привлекать инвесторов на разных международных рынках. Мы сейчас уже на завершающей стадии переговоров с британскими инвесторами. Поэтому, в принципе, процесс идет достаточно неплохо. Я, кстати, если что, искренне интересуюсь, несмотря на то, что мы партнеры, потому что я партнер очень пассивный. Вот, у меня есть свои бизнес-направления. Вот, кстати, скоро узнаете тоже, что это такое стоит на столе. Вот, да, поэтому мне самому тоже очень интересно слушать, что и куда мы двигаемся. Я, конечно, да, у меня есть общее концептуальное какое-то понимание, да, мы там периодически встречаемся, общаемся, но вот в детали я, честно говоря, не погружался. Окей, хорошо, вот... То есть наша целевая аудитория – это инвесторы. Вот теперь, если дальше про инвесторов поговорить, вот есть какие-то физические лица. Сейчас не будем говорить про фонды. Да? Есть какие-то физические лица, инвестора, которые вот живут, не знаю, в Ташкенте, в Узбекистане, может быть, в ближнем зарубежье. Но если смотреть именно с точки зрения Узбекистана, потому что сейчас Узбекистан, как минимум, это самая такая распиаренная и потенциально интересная и привлекательная экономически страна в Центральной Азии. Куда здесь можно вообще инвестировать? Вот инвесторам куда можно здесь инвестировать? Очень все, на самом деле, там это скудно, пока еще. Но это и хорошо для нас. Да, но я думаю, что у каждого инвестора, то есть, наверное... Вот моя особенность, что я структурно подхожу к вопросу. Сначала нужно понять ключевые моменты, а потом уже, исходя из этого, построить эффективную модель для каждого инвестора. Потому что, допустим, нельзя сравнить себя и меня, допустим. Хотя мы оба предприниматели, у тебя может быть горизонт инвестирования 10 лет, и ты хочешь получать, скажем, твоя основная цель – это, скажем, приумножить. А у меня может быть горизонт 5 лет, и я хочу сохранить свой капитал. Соответственно, мы будем инвестировать в разные инструменты. Соответственно, первое – это, наверное, чтобы начать, это сумма инвестиций. То есть, если у тебя до 10 тысяч, или от 10 до 100, или от 100 до выше, это совсем разные инструменты, куда ты можешь вложить. Да? Но если до 10 тысяч, это в основном, скорее всего,
это валюта, суммовые вклады, депозиты, но еще сейчас как бы золото. Но я бы не рекомендовал бы покупать как бы ювелирку, потому что этот рынок уже с наценкой. Да. А если покупать слитки, в принципе, это ликвидный инструмент, и ты при продаже не потеряешь. Кстати, вот здесь сразу такой вопрос короткий, а потом мы дальше вернемся. Да. Вот слиток купил, а как его дальше продать? Кому продать? Нет, у меня был такой кейс. Да? Да, у меня был такой кейс. В принципе, здесь, если ты покупаешь в банке, скажем, в местном банке, тебе дают узбекский слиток, да? Монеты вот эти, да? Да, монеты, либо там слитки. Они из чистого золота. Да. Вот, соответственно, ты просто приходишь обратно, и они выкупают у тебя обратно. По рыночной цене. Да, по рыночной цене, Которую за минусом. Там есть комиссия, и она не маленькая, может 5% они заберут комиссию. Ну, то есть вот то, что я сейчас там у себя открою, допустим, в телефоне, gold напишу, есть какая-то мировая цена золота, плюс-минус там по этой цене ее скупают, да? Ну окей, понятно. Да, но если сами банки. Да, сами банки. Если ты купил не в Узбекистане, а в другой стране, но у тебя тоже слиток, здесь тоже можно его легко реализовать. Много покупателей, просто любой золотой рынок, они смотрят просто примерно эту рыночную стоимость тебе дают. Понятно, вот. Хорошо. Поэтому, давай вернемся тогда. Главное не потерять или что. Да. Вот. Соответственно, если до 10 тысяч, у тебя не так много инструментов, вот. Но есть еще и рынок акций, но я думаю, что нет смысла туда суваться, если у тебя меньше 10 тысяч. Это просто можно попробовать. Поиграться чуть-чуть. Да, поиграться, но для того, чтобы заработать реальные деньги, и чтобы у тебя голова об этом думала, я бы лучше бы инвестировать с более крупной суммы, потому что там и есть и риски. А вот те инструменты, которые мы говорим, там меньше все-таки рисков. Соответственно, если от 10 до 100, здесь тоже есть несколько дополнительных инструментов. То есть можно уже посмотреть на фондовый рынок. В частности, вот как раз новый IPO, как мы знаем, это впервые, что государство продает стратегические компании через рынок акций. Да? То есть раньше государство полностью владело этими компаниями. Соответственно, и это будет такой дебют на международном рынке акций. И это очень важно. Это ты сейчас про АГМК говоришь? Да. То есть, соответственно, АГМК и НГМК, вот если они, соответственно, здесь государство будет делать все, чтобы они прошли успешно. И цена будет привлекательная. То есть это потому что если один будет фейл, там крупный фейл, и уже... Это все репутация. Да, репутационные риски, и местные международные инвесторы будут следующее IPO проводить, будет меньше интерес, скажем, да? Меньше энтузиазма. Да, соответственно, я бы присмотрелся вот на IPO. А у них dual listing будет, местный и зарубежный? Да, dual listing, да. То есть, поэтому, изначально была идея такая, что сначала провести в Узбекистане, дать возможность заработать местным инвесторам. Но, я думаю, от этой идеи отказались. Почему? Потому что нету все равно ликвидности. Там несколько миллиардная компания. Да. Если она привлечет там, $2 миллиона, это будет смешно, понимаешь? Да. Поэтому они, скорее всего, перешли. Но в Казахстане, по-моему, тоже точно такая же была история. Вот. Соответственно, можно посмотреть акции там и так далее. Или здесь еще есть возможность, например, собственного бизнеса. Да? Но это тоже определенные инвестиции. Либо ты можешь зайти там в долю в какую-то небольшую компанию. Но опять же здесь ты все упираешься в эту ликвидность. Да. То есть ты должен понимать, что если тебе срочно стали нужны деньги... Как ты их будешь вытаскивать? Да, как ты будешь их вытаскивать? Никак. То есть ты можешь просто либо договориться со своим партнером, что вы оба перепродадите кому-то, либо ему продать. Но так как у него уже есть большая доля, у него будут намного больше рычаги, чтобы тебе надавить и купить подешевле. Подешевле, да. В этом большая проблема. То есть здесь тоже уже нужны профессиональные навыки и оценки. Да, по оценке и так далее, чтобы заходить в эти сделки. Ну и третье — это недвижимость, в принципе. Но мы с тобой любители недвижимости. Вот, рынок сейчас достаточно мягкий.
То есть можно заходить на хороших условиях. Да. Просто здесь как бы есть рекомендации. Может быть, я когда буду рассказывать о нашей инвестиционной стратегии, я расскажу также, на что мы обращаем внимание, чтобы наши слушатели тоже и зрители, как бы, когда будут инвестировать, обратили на это внимание. Вот, то есть, да, ну вот эти инструменты, но если больше 100, здесь уже... Ну, все, которые до этого, плюс там что еще добавляется? Нет, здесь, скорее всего, я бы... нужно уже идти общаться с профессиональными консультантами. Вот, потому что... И здесь, кстати, хорошие возможности для рынков. То есть это не занятая ниша сейчас в Узбекистане. Вот, допустим, если ты в развитой стране, ты идешь в банк, да. И у них есть подразделение, которое управляет капиталом. Да. И у нас нет wealth management, да? Да, wealth management. То есть я иду в банк, что они мне предлагают? Депозиты и кредиты. Да. Вот и все. Скажем, я хочу, у меня есть деньги, я что-то продал или заработал там в своей компании, а как инвестировать? Они потому что сами тоже не инвестируют, понимаешь? Да. Вот, Ну, потому что наши банки, откровенно говоря, бедные пока еще. Денег мало у них. Не, деньги. Ну, относительно как бы... Нет, у них нет определенных функций и компетенций. Компетенции и этот нету еще. Как называется? Но они под строгим колпаком нашего центрального банка тоже ходят. Там шаг влево, шаг вправо. Ну, это, в принципе, да, есть такое. Но, тем не менее, это как бы хорошая ниша не только для банков, но и в целом для людей, которые разбираются именно в финансах, в инвестициях, чтобы именно создавать как бы некоторые... Ну, это может быть услуга, но надо посмотреть именно с точки зрения законодательства, как это правильно структурировать, потому что, скорее всего, наш законодатель это тоже не предусмотрел. То есть это какие-то частные договоренности будут и так далее. Но, тем не менее, ниша интересна, и здесь есть потенциал роста. То есть крупным инвесторам уже нужно создавать портфели. То есть портфели в зависимости от критериев, такие как, там, допустим, валюта, в какой валюте он хочет держать деньги, какой горизонт инвестирования, какой риск-аппетит. То есть, например, он хочет как раз сохранить капитал, либо приумножить его, да? Если он хочет приумножить, то есть на какой риск он готов идти, чтобы приумножить. То есть, с учетом всех этих факторов уже нужно создавать как бы индивидуальный портфель, который будет достаточно диверсифицирован на разных рынках. То есть это может быть финансовый, фондовый рынок, допустим, может быть активы, недвижимость, может быть... Также есть сейчас популярная тема, это частные кредиты. То есть когда физлица дают займы организации. Вот, и вот эти есть много международных платформ, через которые ты можешь выдавать как бы кредиты, и там почему это интересно? Потому что до этого ставки были очень низкие по депозитам, а по кредитам намного выше. Да. Соответственно, вот эту маржу банковскую забирали вот эту платформу, люди, понимаешь? Да. Хорошо, а вот, значит, есть... с точки зрения инвестора, инвестор может быть, как бы из того, что ты озвучил, он может быть либо активным, либо пассивным. Да, то есть, я думаю, из названия понятно, активный это тот, который там, он, наверное, такой больше стратег. Да. Вот. Либо это его основное... То есть, если он финансовый инвестор, то это его основной вид деятельности, с которым он зарабатывает, он постоянно хочет приумножать. Есть пассивные инвесторы, это те люди, которые там, в принципе, как-то сказали, там, окей, ладно, вот там. Очень часто, допустим, вот мы сталкиваемся с инвесторами в недвижке, да? Они по большей части, конечно, среди них есть и достаточное количество активных инвесторов, но есть и большинство, я считаю, пассивные, которые все, как ты сказал, сохранение капитала. Положил, пассивный доход какой-то приносит, все окей. Вот какие можешь дать плюсы-минусы активного, пассивного инвестирования тоже? Смотри, да, то есть вот здесь основное преимущество пассивного капитала как раз-таки в пассивности. Да. В том, что, по идее, ты не тратишь каждый день с утра до вечера, чтобы играть на фондовом рынке. Да. Ты просто, скажем, выделяешь каждый месяц там по $1000 или по $500. Если ты как бы средний инвестор. Да. Там, или ты накопил какие-то деньги, ты знаешь, что через полгода будет IPO, и ты как бы изучил документы, там вроде интересно, там, давай я там такие 30% туда инвестирую, посмотрим, что будет. Вот, то есть
это хорошо, потому что ты об этом не переживаешь. То есть у тебя нету каждый день, ты не переживаешь, насколько рынок упал или вырос и так далее. Но для этого нужно создать правильный портфель, правильный горизонт и, соответственно, с учетом твоего риска. И когда какая-то существенная новость происходит, например, ты уже, исходя из этого, можешь принимать решения. Например, какой-то там кризис, может быть, что ты слышишь, что есть вероятность кризиса там 90% или так далее. Но не нужно паниковать, единственное. Купил, допустим, акции Uzbekistan Airways, и тут слышишь, что вторая пандемия начинается. Да, но здесь не нужно паниковать, потому что это как раз-таки большие деньги зарабатываются на эмоциях. Масс. Да. То есть, например, слабые если все начинают паниковать, сливать какой-то актив, и это не только фондовый рынок, и это недвижимость тоже. Вот сейчас, например, рынок непонятный, некоторые пытаются скинуть. Да, они сливают ниже как бы той суммы, как они зашли, да, и таких кейсов уже достаточно много. Да. Поэтому не переживайте, у нас, в принципе, в Узбекистане сейчас экономика достаточно стабильная, она растущая, и сейчас, я бы сказал, правильное время лучше покупать, если есть возможность, по хорошим условиям, и тогда ты даже, докупишь хорошие активы, пока, там, допустим, рынок такой, да, а через, там, допустим, год или два ситуация поменяется, и у тебя уже есть пул активов. Там. Интересно. Кстати, я с тобой согласен, сейчас действительно такая благодатное время для покупки. Да. Многие, к сожалению, этого пока не до конца понимают, но вот часто тоже ко мне обращаются, там, друзья, знакомые, и всегда, не у всех, конечно, но у большинства такое, еще чуть подожду, еще чуть подожду. Я говорю, уже все, там, как бы... Дно, да? Да, там уже дно, как бы ниже уже там не получится, да, как бы мы же тоже отслеживаем каждый день тренды, там, показатели все, но за счет вот этих слабых ручек можно хороший закуп на рынке там осуществлять в такие моменты. Как Уоррен Баффет же тоже говорит, как он говорил, во-первых, у него есть эта фраза популярная, которую мы, кстати, тоже озвучили, когда во время отлива показываем, сразу видно, кто там без трусов. Вот это первая. А вторая фраза, это там, когда на улицах кровь, да, что-то такое, там нужно идти и там все скупать. Это с точки зрения там инвестиционного рынка. Фондового рынка. Да, но там есть... мне нравится еще одна цитата, она... деньги переходят от одних к другим за счет терпения. То есть кто умеет терпеть и не сливает свои активы не в нужное время, вот как раз-таки это сейчас у нас как раз, мне кажется, хороший момент, чтобы описать вот эту ситуацию. То есть нужно иметь терпение. Или если у тебя есть кэш, можешь докупиться. Окей. Вот, кстати, ты еще упомянул, что это вот в первой части разговора, но мы сейчас разговариваем про инвесторов. Friends, Family and Fools. Да? То есть для бизнеса вот эти 3 категории людей, они являются таким, как сказать, первым источником поднятия денег для своего бизнеса. А вот как не попасть в категорию Fools? Потому что... Почему такой вопрос задаю? Потому что сейчас... откровенно говоря, за последние, 8-7 лет экономика, кто бы что ни говорил, я объективно считаю, что экономика очень сильно выросла, уровень жизни очень сильно поднялся, и это автоматом означает, что у многих, не у всех, но достаточно у многих людей появились деньги. Соответственно, разумный человек, у которого деньги появляются, начинает думать, как мне опять-таки приумножить свой капитал, как мне правильно инвестировать. И естественно, с ростом экономики появляется очень много предприимчивых людей, которые такие, ладно, давай, там у меня вот такая идея есть, там еще там, вот как не стать фулзом, да? Которого раз и неправильно потерял деньги. Да, но здесь как раз, скорее всего, нужно, то есть я бы смотрел, так как это малый бизнес, на самом деле, с точки зрения как venture capitalist. Да. То есть, например, первое — это люди, насколько этим людям можно доверять. Второе, наверное, то есть все, что идеи там и так далее, это... Идея ничего не стоит. Да, идея ничего не стоит. Сколько он сам вкладывает в этот проект.
Если он ничего не вкладывает, я в жизни не буду инвестировать в такие проекты. То есть он должен сам нести риск потери финансовой. Да. Вот, иначе он не замотивирован, это не его деньги. Какой смысл ему стараться? Он еще будет думать, вот, я столько впахиваю, а, допустим, половину прибыли тот забирает, хотя тот, может, профинансировал весь проект, да? То есть, соответственно, здесь вот этот второй фактор. И третий, ну, обязательно юридическая поддержка нужна. То есть это ты должен все это правильно оформить и защитить свои активы. То есть, конечно, первое, это нужно заработать актив, но еще правильно нужно защитить, когда ты инвестируешь. То есть, ну, там, допустим, вклады, их не обязательно защищать. И то даже сейчас там снизили сумму, да, соответственно, защиты. Соответственно, тебе нужно уже думать, если у тебя сумма большая, диверсифицировать там и так далее. Но любая инвестиция, помимо того, что ты правильно инвестируешь, нужно защитные механизмы внедрять, если что-то пойдет не так. Вот, например, все говорят, ну, я тоже на самом деле оптимист, и я смотрю больше с положительной стороны и так далее. Но, тем не менее, нужно всегда думать, а что если вот... скажем, вот эта идея не заработает. Worst case сценарий. Да, или, допустим, этот человек там просто использует мои деньги на свои личные нужды. Какие у меня рычаги будут для того, чтобы вернуть свои активы. Вот. Может быть, можно взять что-то в залог, например. Ну, это как бы, это не венчурная тема, но в Узбекистане это практикуется. Да. То есть ты берешь какой-то залог на адекватную сумму, желательно больше, чем у тебя что ты проинвестировал, и при определенных условиях, что ты можешь использовать этот залог, например. Вот. Ну, то есть нужно правильный механизм, но это индивидуально, нужно подбирать под каждый кейс, но, тем не менее, нужно защищать свои активы. Хорошо, вот ты сказал, что никогда бы не инвестировал в бизнес или там еще куда-то в какой-то проект, где сам управляющий не инвестирует. Сколько собираешься инвестировать в наш фонд? Ну, достаточно большую сумму. То есть, я думаю, до 1 миллиона, может быть. До 1 миллиона долларов. Да. И куда эти деньги пойдут? Да, вот я как раз могу рассказать по нашей стратегии. То есть, здесь как раз-таки очень важно... Здесь уже я смотрю с точки зрения как бы инвестиционного фонда. Не физического человека, а инвестиционного фонда. В чем отличие? В том, что у меня есть какие-то уже заложенные основные параметры, за которые мне желательно не нужно выходить. То есть если я как физлицо, я могу уже там инвестировать в разные активы совершенно и в разные суммы и так далее. Это мои как бы личные уже, скажем, приоритеты. Но когда у тебя инвестиционный фонд, соответственно, у тебя есть определенные параметры, которые мы заложили, когда разрабатывали вот эту всю цепочку, и, соответственно, мы привлекаем под эти условия инвесторов. Вот. И, соответственно, первое – это надежность наших инвестиций, да, то есть, соответственно, а как это надежно, чтобы были инвестиции в недвижимость, да, это, ну, достаточно важно, но и просто. То есть у тебя должен быть, значит, проверенный девелопер. Так как мы основную часть инвестируем в новостройки, тот девелопер, с которым ты работаешь, он завтра или там, через полгода или даже через год, все равно он должен существовать. И, соответственно, мы должны выбрать тех девелоперов, которые имеют свои тоже финансовые ресурсы и возможности, если независимо от того, что будет с рынком, чтобы они выжили. Потому что иначе, если сам девелопер в кризисе, твой проект, он не закончится. Да. Вот это самое существенное. И деньги ты не вытащишь. Да, но деньги вытащишь, ну, тяжело будет, через 5 лет. Да. Они обесценятся. Да. Соответственно, второй фактор, это уже мы смотрим на уровне проектов. То есть проекты тоже, ну, разные, и разные по ликвидности, и разные по, значит, инфраструктуре, по цене и так далее. То есть нам нужно отобрать те проекты, которые нам дадут наибольший апсайд, то есть где мы заработаем больше всего. Но
Здесь мы, с одной стороны, то есть здесь в инвестициях есть две стратегии. Есть growth investing, есть value investing. В чем отличие? Growth investing — это значит, ты инвестируешь в рост, ты вот веришь, что вот этот проект, он растущий, то есть вырастет в цене в 2 раза. И рынок это будет поддерживать, допустим. А value investing — это значит, ты покупаешь недооцененные активы. То есть это как раз стратегия Баффета. Вот. Но мы в данном случае не покупаем недооцененные активы, но нам важно заработать на входе. То есть чтобы, скажем, никто тебе не скажет, на сколько процентов вырастет рынок, и он может быть стагнировать какое-то время, или он может быть стабильным, допустим. Но если я уже зайду с определенным дисконтом, то, соответственно, в любом случае я минимизирую риски и увеличиваю доходность. Соответственно, для нас важно, куда мы входим. Мы входим с большим капиталом, там, может быть, от 5 до 10 раз, чем обычный частный инвестор. И за счет этого мы имеем дисконт, специальные условия с девелоперами. Да, мы, кстати, сейчас уважаемые девелоперы, с кем мы еще там не общались. Мы сейчас ведем активный диалог, если что. С некоторыми уже договорились. Поэтому, если у вас есть интересные, хорошие предложения и достойный продукт, мы готовы с вами тоже пообщаться. Да, почему нет? Да. Хорошо. Какие есть, не знаю, там риски и одновременно, получается, страховки, гарантии для инвесторов в наш фонд? Риски, они всегда есть. То есть у меня, скажем, не какая-нибудь гарантированная доходность. Если вам говорят гарантированная доходность, и она высокая, то... Скорее всего, это обман. Да, это, скорее всего, пирамида. То есть и это тоже еще не шария compliant. То есть я могу, скажем, я мог бы привлекать заемные средства, но я пошел в сторону инвесторов, хотя это и дороже. То есть, когда ты привлекаешь инвесторов, ты им платишь основную часть прибыли, они зарабатывают, а ты только берешь там, в нашем случае там, от 15 до 20% за управление. И, соответственно, основную часть они забирают, но это есть возможность для большого масштабирования и создать там создать новый вид инструментов для узбекских инвесторов. Да? Касательно рисков, как раз один из самых важных моментов, то, что мы инвестируем и собственные средства. То есть я вместе с тобой и с другими нашими партнерами тоже инвестируем наш собственный капитал для того, чтобы инвесторы видели, что мы не рискуем только чужими деньгами. И для нас это очень важно, что мы инвестируем свои деньги. Второе, наша задача быть транспарентной, потому что у нас есть долгосрочные цели. Мы дальше будем работать с международными, институциональными инвесторами и так далее. Поэтому мы будем выпускать ежеквартальные отчетности о том, куда мы вложили, что продали, сколько заработали, чтобы инвесторы видели, что происходит. Также мы можем проводить там индивидуальные встречи либо колы, чтобы рассказать, что происходит, чтобы инвесторы были в курсе, потому что для них это важно. Третье, тоже одно из самых наиболее важных, мы не инвестируем в воздух, все-таки мы инвестируем в ликвидные активы. Соответственно, для нас, то есть когда ты инвестируешь в активы, которые достаточно ликвидные, риски у тебя уже меньше. Плюс мы не инвестируем в один проект, а мы диверсифицируемся, да? То есть, и, соответственно, если даже какой-то один из этих проектов, он будет менее успешный, чем остальные перекроют. И плюс четвертое, то, что мы решили, что каждый год будем делать независимый аудит и оценку, активов, и, соответственно, эти отчеты будут предоставляться также инвесторам. Круто. Что могу сказать? Я думаю, наверное, теперь
понятно вообще, что я там делаю. Да, то есть, да, фонд, который инвестирует в недвижимость. Вот, стратегия такая, что мы пока начинаем относительно с небольшого масштаба, вот, и по большей части это гросс, да, направлено на гросс, вот, но потом в value мы, я думаю, тоже пойдем потихонечку, вот, и мне бы, честно говоря, самое интересное еще идти в сторону больших коммерческих объектов и управления его с получением там. Ну, это уже, я думаю, постепенно превратится в какой-то REIT. Да. Вот, дай бог, у нас получится его создать. Вот, рано или поздно, потому что у меня тоже давно эта идея, вот это, я не знаю, X или Fix, как она называется, там в голове сидит, вот, но пока не позволяет, конечно, законодательство. Хорошо. Ну что, я могу сказать, что, наверное, мы смогли дать довольно много полезной информации, там, как инвесторам, так и предпринимателям. Вот. Спасибо большое, что ты пришел, поделился своим опытом, своими знаниями. У кого есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Вот. И мы сейчас еще, кстати, запишем, это, кстати, тоже можно оставить, но мы сейчас запишем еще отдельный короткий потому что у Даниора есть заготовка, которую он готов поделиться с нашими подписчиками и зрителями. Вот мы ее сейчас в середину потом вставим. Все, спасибо. Да, Артур, спасибо тебе тоже большое за интересную беседу. Очень, я надеюсь, что не слишком перегрузил наших зрителей. Не, я думаю, все было интересно, все было по лайту. Там, где ты перегружал, я немножко разбежал. Все, спасибо. Привет, это Моникс Алексеевич. Сегодня у нас мини-памятка для тех, кто думает об инвестициях. Без воды и красивых сказок, только то, что реально работает. Компании у нас часто сырые. Активы на знакомых, бухгалтерия в тени, стратегии нет. Для инвестора это сразу стоп. Нужна прозрачность и порядок. Инвесторы бывают двух типов. Финансовые фонды заходят на 5-7 лет, чтобы поднять стоимость и уйти. Стратеги, конкуренты или партнеры, они берут контроль и влияют на развитие. И да, инвестор всегда вмешивается в ключевые решения. Деньги быстро не прилетают. От идеи до сделки 6-9 месяцев. Презентации, переговоры, тотальная проверка документов. Главная боль рынка — ликвидность. Вложить можно, а вот продать долю через 5 лет почти некому. Поэтому условия выхода надо думать заранее. И главное — не доходность, а сохранность капитала. Диверсификация, проверимые партнеры и только письменные договоренности. Если инициатор сам не вкладывается, это тревожный сигнал. Как итог, инвестиции — это не про быстрый кэш. Это про порядок, прозрачность и долгую игру. Подпишись, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока.